Мы в последнее время много и часто обсуждаем Иран, Израиль и вообще ситуацию на Ближнем Востоке. Сегодня разберем одного из ключевых игроков во всей этой истории. Поговорим о Биньямине Нетаньяху, премьер-министре Израиля. Нетаньяху фигура очень спорная. Последние 5 избирательных кампаний в Израиле прошли на одной единственной теме – вы за него или против? Все остальные различия между политическими силами были забыты. Кто-то считает его спасителем Израиля, а кто-то автократом, желающим сломать единственную на Ближнем Востоке демократию и стать единоличным лидером еврейского государства. Так где правда? Разберемся. Перед началом, напомню, в описании есть способы ускорить YouTube, если он у вас тормозит, в том числе Liberty VPN, который дает месяц бесплатно. – 27 июня 1976 года. Самолет авиакомпании Air France, следующий из Тель-Авива в Париж, приземляется для дозаправки в Афинах, где его захватывают участники Организации освобождения Палестины. На борту почти 250 пассажиров, из них 83 с паспортами Израиля. Террористы угоняют самолет в Уганду. Там местный диктатор Иди Амин вроде как берет их под защиту, но вроде как и помогает террористам их удерживать. Уже там боевики осматривают пассажиров и пытаются угадать их национальность по имени в паспорте и лицу. В итоге отпускают 148 человек. Остальных пассажиров вместе с членами экипажа берут в заложники и выдвигают Израилю требования – заплатить $5 миллионов и освободить 53 заключенных из предоставленного террористами списка. Переговоры идут несколько дней. Правительство Израиля тянет время, давая военным и Моссаду возможность подготовиться. 3 июля Кабинет министров Израиля одобряет операцию под названием «Шаровая молния». В Уганду отправляется около сотни команд. Их цель – захватить заброшенный терминал, где содержат заложников. Приблизиться к нему удается на подготовленном специально в Израиле автомобиле, который выглядит точь-в-точь как машина Иди Амина. Благодаря тщательной подготовке освобождение заложников занимает около получаса. Террористы уничтожены, как и половина угандийских солдат, охранявших терминал. Из 106 заложников спасены 102. 3 погибли при штурме. Еще одну заложницу власти Уганды убивают в больнице. Спасенных людей командос отводят к самолетам, которые собираются полететь в Израиль. И в этот момент с диспетчерской вышки открывают огонь уцелевшие угандейцы. Защищая гражданских от огня, погибает командир израильской группы Йонатан Нетаньяху. Больше жертв среди участвующих в операции командос нет, только командир. Погибший станет легендой и символом нации в Израиле. Герой войны судного дня, награжден медалью за выдающиеся заслуги. Командир антитеррористического подразделения, спасший ценой собственной жизни десятки заложников и похищенных людей. Его семья будет долго горевать, а младший брат Йонатана учредит институт Йонатан, институт изучения терроризма и способов борьбы с ним. Младшего брата того зовут Биньямин Нетаньяху. Их отцом был известный историк, специалист по средним векам и активист правого движения Израиля. В 40-х годах он лоббировал в Капитолии идею создания в Палестине еврейского государства и налаживал отношения между израильскими правыми и Республиканской партией Соединенных Штатов. Когда братья были подростками, им довелось пожить в США. И их сильно поразила разница. Израиль – страна, окруженная врагами, где все время надо быть начеку. А в США даже синагога, куда ходила семья, оказалась либеральной и пацифистской. Братья учились в роскошной школе. Йонатан сравнивал ее с дорогим отелем «Шератон». Одноклассники были дружелюбными. И этот расслабленный мир показался им пустым, поверхностным и ненадежным. Именно так либеральный мир выглядел в глазах представителей правых политических сил Израиля. Многие из них пережили погромы в Российской империи, как отец братьев Нетаньяху. Другие спасались от растущего антисемитизма в Европе, от Холокоста. Эти люди воспринимали Израиль как крепость для евреев во враждебном мире и были готовы не договариваться, как предлагают левые политические силы, а защищать ее силой. В 1967 году, спустя несколько дней после того, как Биньямин Нетаньяху закончил школу, в Израиле начинается 6-дневная война с Египтом, Сирией и Иорданией. Еще через несколько недель война на истощение. Биньямин Нетаньяху возвращается из Штатов и вступает в армию обороны Израиля. Следующие 5 лет он служит.
проходит подготовку, участвует в операциях в Египте, становится капитаном в элитном подразделении командос Сайярат Маткаль. Участвует в операциях по освобождению заложников, получает ранения. Некоторые из операций, проведенные под командованием Биньямина, до сих пор засекречены. Старший брат Йонатан в это время тоже делает военную карьеру и служит в спецназе. Но в 1972 году Биньямин Нетаньяху уходит в отставку и поступает в Массачусетский технологический институт на архитектора. Получает диплом бакалавра за 2,5 года. Потом магистратура. Одновременно он еще и учится в Гарварде на политолога. И успевает сделать перерыв в учебе, чтобы вернуться в армию Израиля на время войны Судного дня. А потом, в 1976 году, в операции по освобождению заложников погибает его брат. Следующие несколько лет после смерти брата Нетаньяху проводит в США, работает в Boston Consulting Group, одной из крупнейших корпораций, которая занимается консалтингом в области управления. Там он получает важный опыт и заводит важные связи. Например, он работал вместе с Миттом Ромни, будущим сенатором и кандидатом в президенты США от Республиканской партии. В 1978 году Нетаньяху возвращается в Израиль, основывает тот самый институт Йонатана и руководит им. Цель института – создать международную доктрину борьбы с терроризмом. Институт Йонатана по-новому смотрит на терроризм. Раньше его считали ужасным, но все же обычным преступлением. И бороться с ним мир пытался, как с любым другим преступлением, юридическими методами, с помощью уголовных наказаний. Институт Йонатана предложил другое видение. Терроризм – это явление политическое, не преступление, а часть гибридной войны. За ним стоят не просто фанатики, а тоталитарные государства, в первую очередь СССР. Такой подход позволил вписать терроризм в рамку холодной войны. Идеи эти нужно было не просто разработать, но и вынести в массы и сделать мейнстримными, чтобы западные политики и пресса видели в терроризме не локальное явление, а тенденцию, угрожающую миру. Институт проводит конференции, публикует книги и статьи. К началу 80-х работа института Йонатан сделала Биньямина Нетаньяху авторитетным и международно признанным экспертом в области борьбы с терроризмом. А заодно сдвинула взгляды американских политиков и американской еврейской диаспоры на проблемы Израиля. Теперь в глазах мирового сообщества это не просто конфликты с палестинцами, а глобальное противостояние терроризма и демократии. Нетаньяху становится узнаваемым в Израиле. В 1988 году он вступает в правую партию Ликуд и избирается в Кнессет. Тут-то все и начинается. Сейчас поговорим об этом всем, сначала прервемся на рекламу. Если вы когда-нибудь пытались оформить зарубежную карту, то знаете, это настоящий квест. Либо нужно прям ехать и доказывать иностранному банку, что ты не верблюд, либо платить компании-посреднику, которая поможет получить карту, и часто немалую сумму нужно платить. Но что если вам карта нужна лишь раз в год для поездок, ну и для оплаты пары подписок на зарубежные сервисы? Более доступное и недорогое решение – виртуальная карта MaxSwap. Она выпускается прямо в Телеграме. Нужно завести там криптокошелек, пополнить криптовалютой, и с помощью карты вы сможете тратить ее как фиатные деньги, расплачиваться в зарубежных магазинах, оплачивать подписки. У карты довольно большие лимиты на пополнение и траты. При этом обязательной идентификации не требуется, можно оставаться анонимным пользователем. Все управление картой MaxSwap и транзакциями осуществляется через Telegram-бот, без всяких дополнительных приложений и сложных интерфейсов. Карту можно также добавить в Apple Pay. При этом получение карты стоит совсем недорого по сравнению с другими вариантами, и средства на нее зачисляются очень быстро. Наша редакция эту карту протестировала в Германии, все работает. Поддержка у MaxSwap живая и старается сразу вникнуть в вашу ситуацию. Очень дружелюбный сервис. А если вы напишете им промокод CATS, то 50% от стоимости карты еще и вернется к вам на баланс. Так что переходите по ссылке в описании или воспользуйтесь вот этим QR-кодом и получите новую карту, которая будет работать за границей. Спасибо, что смотрите рекламу. Продолжим. Здесь стоит кратко описать политическую систему Израиля. Израиль – парламентская демократия. Главные выборы в нем как раз выборы в Кнессет, однопалатный парламент, где заседают 120 депутатов. Он избирается раз в 4 года по пропорциональной системе. Вся страна голосует не за конкретных кандидатов, а за партии и списки. Раз в 7 лет Кнессет выбирает президента, у которого в основном церемониальные функции. Настоящая власть у премьер-министра. Туда-то Биньямин и целится.
Премьером становится глава победившей партии или глава коалиции большинства в Кнессете. Трижды за всю историю Израиля премьер выбирался на прямых выборах. Впервые избравшись в Кнессет, Нетаньяху сразу попадает в правительство и становится заместителем министра иностранных дел. Во время войны в Персидском заливе он представляет Израиль в международных СМИ. Тогда случилась первая интифада – восстание палестинцев, которые требовали возврата территорий, оказавшихся под контролем Израиля во время шестидневной войны. И любые армейские операции, и интифады, и войны почти всегда ведут к гибели мирных людей. К Израилю возникают большие вопросы со стороны международного сообщества, и Нетаньяху становится идеальным представителем. С его отличным, без акцента, американским английским, с пониманием, как работают западные СМИ и чего хотят слышать политики и избиратели, он убедителен. Но потом происходит неожиданное. Разрушается контекст, в который Нетаньяху тщательно вписывал борьбу Израиля за существование. Закончилась холодная война, и в мире тут же окрепли представления, что войны должны заканчиваться дипломатией и миром. В 1991 году президент США и президент СССР вместе выступают посредниками в Мадридской конференции между Израилем и другими участниками конфликта – Сирией, Иорданией, Ливаном и палестинцами. На фоне этого партия Ликуд проигрывает выборы 1992 года. В следующем году выборы проходят уже в самой партии. Биньямин Нетаньяху становится не просто ее главой, но лидером оппозиции Израиля. Это официальная должность в политической системе страны. Тем временем левая коалиция у власти начинает двусторонние переговоры с противниками. С Иорданией, например, они заканчиваются мирным соглашением в 1994 году. Ведутся переговоры даже с Организацией освобождения Палестины, разумеется, секретные. На них левый премьер-министр Ицхак Рабин соглашается передать палестинцам контроль над Газой и западным берегом реки Иордан, признает палестинскую автономию. Рабин рассчитывает, что палестинская администрация будет заинтересована в мире и в отсутствии террора. Такое решение в израильском обществе нравится не всем. Против правые. Они считают, что не будет ни мира, ни безопасности. Против поселенцы, которые жили на тех территориях. Против религиозной группы. 4 ноября 1995 года Ицхак Рабин погибает. После его выступления в Тель-Авиве в премьер-министра трижды стреляет студент радикально правых взглядов, который счел политику Рабина предательством интересов евреев. После смерти Рабина мирный процесс затормаживается. В 1996 году в Израиле предстоят необычные выборы. Впервые в истории страны премьера будут выбирать прямым голосованием. Рабин с высокой вероятностью победил бы Нетаньяху, но вот его преемник Шимон Перес выборы проигрывает. Перес набирает 49,5% голосов, а Нетаньяху на 31 тысячу голосов больше. Всего 50,5% и становится первым избранным прямым голосованием премьер-министром Израиля. Придя к власти, Нетаньяху на волне протеста против уступок палестинцам, тем не менее, вынужден продолжить дело Рабина. В 1997 году он уступает лидеру палестинцев большую часть города Хеврон на западном берегу. В 1998 подписывает соглашение, согласно которому Израиль передает палестинцам еще 13% западного берега. Все дело в том, что правительство Нетаньяху унаследовало обязательства, взятые правительством Рабина. И к тому же США считали достигнутые при Рабине договоренности решенным делом. Отказать США в их выполнении – это риск нарваться на международную изоляцию, утратив помощь от Штатов, что было немыслимо для Израиля. Ему жизненно необходимо оставаться союзником Америки, а не тем, кто нарушает обязательства. Реакция избирателей была бурной. Правые разочаровались в Нетаньяху, левые и центристы ему не верили. В итоге, в конце триумфально начавшегося срока премьерства, Нетаньяху не получает поддержки и не может переизбраться. Премьером становится левоцентрист Эхуд Барак. Когда стало известно о поражении Ликуда, в тот же день Нетаньяху не просто уходит в оппозицию, а совсем уходит из политики. Передает пост главы партии Ариэлю Шарону и уезжает в США. Там в следующие 2 года он читает лекции о терроризме, международной безопасности и отношениях между США и Израилем. Консультирует СМИ и бизнес, налаживает отношения с американскими консервативными кругами и размышляет о своей позиции на политическом поле Израиля. Попытавшись угодить и сторонникам компромиссов, и сторонникам безопасности, Нетаньяху не угодил ни тем, ни другим. Отныне его образ – это жесткий лидер. Его выбор – безопасность и непримиримая борьба с терроризмом.
Он больше не готов уступать требованиям палестинцев. В сентябре 2000 года новый глава партии Ликуд Ариэль Шарон демонстрирует избирателям, что правые по-прежнему против уступок палестинцам. Он приезжает с визитом на Храмовую гору в Израиле, и все понимают, лидер Ликуда обещает, что Восточный Иерусалим никогда не будет отдан палестинцам. На следующий день на Храмовой горе начинаются беспорядки. Полиция разгоняет протестующих палестинцев, появляются первые жертвы. Начинается вторая интифада, новый цикл насилия с террором и кровью, который затянется на несколько лет. Вторая интифада похоронила все надежды на мир, обнулила достижения 90-х годов, вызвала невиданную волну терактов. В 2001 году Ариэль Шарон, глава партии Ликуд, становится премьер-министром. В 2003 году Ликуд снова выигрывает выборы, и Нетаньяху, который решил вернуться в политику, становится министром финансов в кабинете Шарона. Израиль находится в тяжелом экономическом положении. Из-за интифады расходы на безопасность огромные, экономика не растет, безработица высоченная. Плюс бюджет тащит на себе много социальных обязательств. Нетаньяху проводит серию либеральных реформ. Сокращает пособия, детские и по безработице. Заодно снижает подоходный налог и налог на прибыль корпорации. Распродает госкомпании, сокращает госрасходы, снижает регулирование в области труда. Теперь уволить человека в Израиле гораздо проще, чем до реформы. Что быстро подстегнуло рост экономики. От стагнации она перешла к росту ВВП уже в следующем году. Безработица снизилась, в страну стали приходить инвестиции. Да, за экономический рост пришлось заплатить ростом неравенства, но это был серьезный экономический успех. Нетаньяху стали воспринимать не просто как правого политика, а как менеджера, способного приносить государству реальную пользу. Тем временем премьер-министр Ариэль Шарон, наоборот, только теряет политические очки. На нем лежит ответственность за спровоцированную интифаду, а еще он придумал и начал реализовывать план одностороннего размежевания. Согласно ему, из сектора Газы и из Западного берега эвакуируются все еврейские поселения. Из Газы уходит и армия. При этом Израиль сохраняет контроль над границей Газы с Египтом и над всем ее импортом и экспортом, а также над воздушным пространством и морской границей. Все это безо всякого согласования с палестинской администрацией, ведь после начала Второй интифады Израиль перестал считать любых палестинских представителей стороной переговоров. Израильское общество было недовольно таким решением. Правые возмущались, что Шарон капитулировал перед палестинцами и отдал под давлением то, что могло быть предметом переговоров. Эвакуированные поселенцы чувствовали себя преданными. Религиозные круги говорили, что евреев снова изгоняют с обетованной земли. Однако размежевание действительно в чем-то помогло. С Газой возникла настоящая граница, перейти которую стало гораздо сложнее. Терактов стало намного меньше. Постепенно они сойдут на нет, когда на границе между Израилем и палестинскими территориями будет выстроена стена. Но всего через несколько месяцев после отделения Газы выборы там выигрывает Хамас. Происходит переворот. Теперь прежняя администрация, с которой как-то можно было разговаривать и договариваться, изгнана. Многие ее функционеры просто сброшены с крыш домов. С территории Газы начинаются регулярные обстрелы Израиля ракетами. Нетаньяху же подал в отставку за неделю до принудительного вывоза еврейских поселенцев из Газы. Так он покинул теряющее популярность правительство Шарона. В политической культуре Израиля одностороннее размежевание стало восприниматься как однозначный урок. Компромиссы с палестинцами невозможны. Уступив территории, нельзя купить мир. Что надолго качнуло настроение общества вправо. Безопасность стала приоритетом. В 2005 году Шарон покидает партию Ликуд и создает новую центристскую партию Кадима. Биньямину Нетаньяху же удается консолидировать партию и сплотить ее вокруг идеи безопасности и отказа от компромиссов. Он снова становится главой партии. Тем не менее, на выборах 2006 года побеждает новая партия Шарона, а Ликуд и Нетаньяху набирают всего 12 мест в Кнессете – худший результат за все время существования партии. С этих позиций Нетаньяху начинает работу по восстановлению Ликуда. Он ездит по стране, встречается с поселенцами, налаживает связи с религиозными группами, и чем больше в Израиле разочаровываются в размежевании, тем убедительней и привлекательней становится позиция Нетаньяху. В 2009 году на выборах в Кнессет результат Ликуда 27 мест. Это по-прежнему меньше, чем у Кадимы, у нее 28. Но Нетаньяху удается создать коалицию с религиозными партиями, националистами и даже с поправевшими центристами. Нетаньяху снова становится премьер-министром. Он сохраняет премьерское кресло дольше всех в истории Израиля.
формируя коалиции на выборах в 2013 и 2015 годах. Но к 2019 происходит самая естественная вещь. Общество устает от премьера и хочет новых лиц, а премьер уходить не хочет. Нетаньяху начинает конфликтовать со СМИ и судебной системой, конфликтует с американской администрацией. А еще Нетаньяху предъявляют обвинения в коррупции. Открыты 3 уголовных дела. По ним до сих пор не вынесено решение. Сейчас прямо идут суды. Нетаньяху каждый будний день ходит свидетельствовать на них. Речь там в одном случае о дорогих подарках, которые принимали от бизнеса Нетаньяху и его жена. В другом случае зафиксирован факт переговоров Нетаньяху с владельцем крупного израильского медиа. Якобы премьер предложил ему выгодные условия для бизнеса, если тот будет писать о Нетаньяху в более комплиментарном тоне. А третий случай более серьезный. Квалифицируется как взятка, мошенничество и злоупотребление служебным положением. Нетаньяху обвиняют в том, что он оказывал политическое покровительство телекомпании в обмен на блокировку критики Нетаньяху и его семьи. И вот на этом фоне проходят новые выборы в Кнессет. Вся политическая система Израиля делится только по одному вопросу. Вы за Биби или против Биби? Кстати, именно так премьера называют израильтяне. Против него выступают некоторые традиционно правые и все центристские партии. Нетаньяху не любит правых правительств. Он любит собирать коалиции, состоящие из разных политических сил, чтобы не зависеть от правых или религиозных партнеров. Но теперь это не получается. Центристы и умеренные правые больше не хотят работать в правительстве под руководством Нетаньяху. Ликуд в 2019 году выигрывает выборы, но не может собрать коалицию. Поэтому через несколько месяцев выборы снова повторяются. Ситуация для Нетаньяху не улучшается. То же самое. Плюс начинают набирать популярность центристы. В марте 2020 года приходится проводить выборы снова. И тогда, на фоне начинающегося коронакризиса, лидер центристов Бенни Ганц соглашается на коалицию. По ее условиям Нетаньяху и центристы должны разделить 3 года премьерства. Первые 1,5 года Нетаньяху, а дальше лидер центристов Ганц. Выполнять эту сделку Нетаньяху не собирается. Через год после ее заключения он манипулирует процедурой принятия бюджета, а по закону, если парламент не может принять бюджет, он распускается. Так что через год после выборов, в марте 21-го, назначаются новые. Но тут Нетаньяху перехитрил сам себя. На волне популярности от правления в ковид Ликуд и правда набирает немало мандатов, но не дотягивает до большинства. И собрать коалицию после обмана уже не может. Прошедшие партии под лозунгом «Только не Биби» собирают свою коалицию. В нее входят и светские партии, и правая религиозная партия, представитель которой даже становится премьером, и даже арабская партия. Коалиция, естественно, оказывается неустойчивой. Такому разношерстному кабинету было трудно договориться. За 1,5 года меняются 2 премьера, Нафтали Беннета сменяет Яир Лапид, но в ноябре 22-го опять проводятся новые выборы. Ликуд снова побеждает. Мало того, в этот раз формируется устойчивое большинство с ультрарелигиозными и крайне правыми националистами. Нетаньяху опять становится премьером во главе самого правого правительства в истории Израиля. Ситуация для Израиля очень необычная. Все правительства в нем всегда были сбалансированные, включавшие в себя разные силы. Но тут, из-за длительного противостояния с Нетаньяху, которое он в итоге выиграл, получилось крайне правое правительство. Это дало Нетаньяху возможность сделать очень опасную вещь – вмешаться в систему сдержек и противовесов. В Израиле она устроена не так, как в большинстве демократий. В Израиле даже нет единой конституции, и власть парламентского большинства сбалансирована лишь возможностью Верховного суда Израиля отменять решения правительства и признавать законы недопустимыми. И Нетаньяху нацелился поставить Верховный суд под свой контроль, что закономерно вызывает массовые протесты в Израиле. Сейчас попытки ограничить полномочия Верховного суда заблокированы как сопротивлением общества, так и действиями самого суда, который отменяет все попытки принять законы, меняющие систему сдержек и противовесов. А потом происходит теракт 7 октября, и общество понимает, никакая безопасность не бывает абсолютной. Что политики, продававшие безопасность, проспали подготовку к самому ужасному теракту в стране. Что сразу роняет рейтинг Нетаньяху. Первые недели после трагедии в обществе преобладает настроение. Сначала победим, потом спросим. Спустя несколько месяцев в паблике появляются расследования СМИ, как военные и разведка допустили провал. Тогда на улицы выходят родственники заложников с портретами. Каждый такой пикет – упрек правительству правых, которое не справилось. Правительство свою ответственность отрицает, что бьет напрямую по репутации Нетаньяху.
Люди перестают видеть в нем героя антитеррористических сил. Теперь они видят пожилого человека, который сильно любит власть. С теракта 7 октября прошло уже больше 1,5 лет, но до сих пор не меньше 50 заложников не освобождены. Спецслужбы Израиля считают, что из них могут быть еще живы от 20 до 25 человек. Но израильские власти, по мнению многих, делают недостаточно, чтобы их спасти. Любые новости из судов по деле о коррупции в отношении Нетаньяху ухудшают отношение к нему избирателей. Многие считают, что война и нацбезопасность не оправдание для злоупотреблений. Кроме того, создав коалицию с самой религиозной частью политического спектра, Нетаньяху оказался в ловушке. По общему правилу, ультрарелигиозные евреи не обязаны были служить в армии. Но с 1 апреля Верховный суд это положение изменил. Теперь Нетаньяху должен выполнить решение суда или оспорить его. Выполнив, он потеряет поддержку союзников по коалиции, что может привести к развалу правительства и новым выборам, которые Нетаньяху вряд ли выиграет. А если откажется, потеряет поддержку светского большинства, которое не понимает, с чего ортодоксам такие привилегии. Казалось, карьера Нетаньяху окончена. Но тут израильские спецслужбы и армия начинают предпринимать беспрецедентные ранее действия против врагов Израиля. Масштабная операция в секторе Газа, ликвидация всех руководителей Хамаса, включая убийство его политического лидера прямо в Тегеране. Война против Хизбаллы, включавшая знаменитую операцию с пейджерами и убийство многолетнего лидера Хизбаллы шейха Хасана Насраллы, а также всего военного руководства организации. Все это позитивно воспринимается израильским обществом, резко поправевшим после событий 7 октября 2023 года. Но все это не помогает Нетаньяху. Правительство на грани развала, а опросы показывают, что в случае выборов новым премьер-министром вновь станет Нафтали Беннет. И вот Нетаньяху опять переворачивает доску операции против Ирана. Иран – давний враг Израиля и центр всей террористической активности вокруг него. Но никто не ожидает прямого нападения Израиля прямо на сам Иран. Даже после ракетных ударов Ирана по Израилю все ожидают относительно мягкий ответ. Но ответ очень жесткий. Израиль берет под контроль небо над Ираном, уничтожает при помощи США ядерные объекты страны, а также всю верхушку управления силовыми структурами Ирана. Этот шаг в Израиле очень популярен, особенно учитывая, что война прошла без потерь для армии и с относительно небольшими потерями в тылу. В окружении Нетаньяху обсуждают объявление выборов, чтобы получить мандат еще на 5 лет. Но вот война с Ираном заканчивается, проходят опросы, и они показывают, что Нетаньяху по-прежнему проигрывает Беннету, причем практически с такими же цифрами, как и до войны. Израильское общество не переводит успехи в войне в политическую поддержку премьер-министра. До следующих очередных выборов остается еще больше года. Они пройдут не позднее октября 26-го. Сможет ли 75-летний израильский премьер за этот год все-таки придумать что-то, что позволит ему остаться у власти дальше? Или, может быть, он добровольно покинет израильскую политику в обмен на помилование по уголовным делам? Израиль суров по отношению к политикам, занимающим высшие эшелоны власти. В тюрьме за последнее время отсидел бывший премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт и бывший президент Моше Кацав. Но Нетаньяху для Израиля, особенно после войны с Ираном, не просто премьер, а исторический персонаж. Важная часть истории еврейского государства. А текущие уголовные дела выглядят не слишком серьезно. С другой стороны, против окружения премьера проходит новое расследование о финансировании работы помощников премьера катарским правительством, что намного серьезнее. Что будет дальше? На Ближнем Востоке предсказания делать бесполезно. До завтра.